Друзья, всем здравствуйте! Всех с наступившим Новым годом! Желаю вам в этом новом году счастья, здоровья, благополучия, успехов, всего того, чего вы себе желаете. Пусть у вас все это сбудется. Желаю вам неиссякаемой фантазии и здоровья, и сноровки вашим ручкам, с помощью которых мы с вами создаем всю эту красоту. Сегодня у нас с вами будет новый мастер-класс. Сейчас я готовлю большой проект, и пока он готовится, чтобы вы не скучали, я заполняю вот эти вот пустоты какими-то небольшими мастер-классами, чтобы вам было чем заняться. Но перед тем, как мы начнем новый мастер-класс, я хочу поблагодарить своих зрителей и подписчиков за те теплые слова, поддержки, за ваши плечики, которые вы мне подставляете в тяжелую минуту. Вы знаете, иногда так бывает, что сидишь, вот устал как-то, вот нет настроения, ничего не хочется. Сижу за компьютером, что-нибудь там смотрю, и прилетает комментарий какой-нибудь. Спасибо вам, вы мне очень помогли, было все здорово. И вы знаете, так это помогает, и думаешь, что расселась? Люди ждут, и начинаешь шевелиться, что-то делать. Какие-то идеи вам рассказывать, показывать. Ну, в общем, движение – это жизнь, и я стараюсь двигаться. Спасибо вам, что вы мне даете повод и такой волшебный пинок для этого движения. В общем, после очередного волшебного пинка я подумала, надо что-то сделать. Впереди длинные выходные до 9 января, я думаю, будет нам чем заняться. Поэтому решила прям 1 января сегодня сделать мастер-класс, чтобы на эти длинные выходные вы у меня не скучали. Ребятушки, монетизация на канале отключена не только у меня в Ютубе, по России. Тяжко мне, финансово мне очень тяжко, потому что перед тем, как сделать какой-то мастер-класс, я сначала делаю все это за кадром, я трачу кучу материалов, и только потом я уже показываю вам все это. Поэтому очень прошу вас, по возможности, кто может, помогите каналу. Не люблю этого делать, но мне приходится, потому что сама не вывожу. Ссылочка на то, как помочь каналу, будет в описании под видео. Любой помощи я буду очень-очень благодарна. Ну а теперь, мои хорошие, поехали! Сегодня мы с вами будем украшать 3 баночки, делать кухонный наборчик. 3 баночки. Вот такая бутылочка у меня. Эти баночки стоят у меня давно. Покупала я, по-моему, в Икее лет, может быть, 8 назад. И все никак, ну вот бывает так. Купишь, вроде думаешь, ах, сделаю. Но что-то никак ничего не ложится на них. Всему свое время. Этим баночкам время тоже пришло. Сегодня мы будем украшать эти баночки. Они у меня уже загрунтованные давно. Но сегодня я вам покажу, как я грунтовала на примере вот этой бутылочки. Вот. И, значит, нам понадобится, я распечатала на бумаге вот такой фон. Все ссылки на картиночки, которые я буду использовать в этой работе. Тут у меня петушки вот такие вот. Все ссылочки на картинки будут в описании под видео. То есть проходите по ссылочкам, видите картинки, скачивайте себе, распечатывайте, если вы захотите сделать именно такие же баночки. Ну, пускай не такие, какие-то другие, но вот с такими картинками. Друзья, показываю сразу, на какой бумаге я распечатываю свои картинки. Вот, Ламонт. Это глянцевая бумага. 85 грамм, это тоненькая бумага. Принтер у меня струйный, чернила у меня водные, но на этой глянцевой бумаге чернила не текут. Картинки получаются яркие, красивые и достаточно качественные.
Показываю, что я буду использовать. Значит, вот такой вот фон у меня будет, клеточка. Дальше вот такие вот петушки. В интернете нашла картиночки, распечатала на этой бумаге. И вот эти картинки мы сегодня будем использовать. Вот такие. Про бумагу я вам все рассказала, потому что очень часто задают вопрос, на чем вы печатаете. В общем-то, ну, на этот вопрос я ответила. Теперь второй момент. Вот у меня баночки уже загрунтованные. Чем грунтовать лучше? Это стеклянные банки. Чем загрунтовать лучше стекло, чтобы краска вот так вот поцарапала и не слезла. Видите, ну, зубами не выгрызешь. Но опять-таки грунтовала я давно уже. То есть краска уже давно сцепилась с поверхностью, набрала свою силу. И тут уже вы... Ну, я не знаю, разве что там железным каким-то предметом соскребать. Довольно-таки сложно будет. Теперь на примере бутылочки я вам покажу, как я делаю грунтовку для стеклянных поверхностей. Можно загрунтовать вот таким грунтом Отекс на алкидной основе, но сейчас он безумно дорогой, ребят. Я ищу всегда, где распродажи, какие-то сайты, где подешевле. Можно найти. При желании можно забить в поисковике грунт алкидный Отекс, база А, не С. С это бесцветная, база А. И, в общем-то, поискать в интернете цену, которая для вас будет приемлема. А то меня спрашивают, где я беру. Да я беру там же, где и другие. Вот ищу, нашла подешевле, взяла. В общем, либо вот этим грунтом можно загрунтовать. У кого нет этого грунта, можно сделать следующее. Акриловая краска. У меня такая. Акриловая эмаль. Клей ПВА столярный. У вас может быть совершенно другая акриловая краска, то есть другой фирмы. Разницы нет, не привязывайтесь к моей краске. Клей ПВА столярный. Но мне нравится работать столярным, все-таки он попрочнее. Можно взять и универсальный. Ну, это мое личное мнение, я работаю со столярным. Дальше что мы делаем? Я взяла емкость. Туда одноразовая тарелочка. Убираем это все в сторонку, нам это сейчас не нужно. Наливаем сюда немного краски. На глаз нету никаких пропорций, ребят. Ну, скажем так, грамм 150 краски я налью. И на эти 150 грамм краски акриловой я налью 1 ложку клея, столовую ложку клея. Наливаем краску в нашу емкость. Теперь клей ПВА. Все это размешала. Все, это наша грунтовка для стеклянных поверхностей. Так, ребят, наша красочка, грунтовка готова. Я ее пока закрою, уберу в сторонку. Хочу сказать пару слов. Значит, по поводу этой краски. Я не привязываюсь к какой-то определенной фирме и только ей работаю. Нет. Я покупаю, экспериментирую. Увидела недорогую краску. Беру, пробую, смотрю, понравилось, не понравилось. С этой краской я вот недавно начала работать, скажем так, с лета. Полгода я с ней работаю уже. Мне понравилось. Беру я ее в Леруа Мерлен. Цена мне нравится, качество мне нравится, укрывистое. Пока она недорогая и пока качество хорошее. Итак, за краску я вам все рассказала. Грунтовку, краску мы с вами сделали. Теперь будем грунтовать бутылочку. Это из подводки бутылочка. Я сняла этикетки. И клей от этикеток я убрала с помощью ватного диска и white спирита. Очень хорошо убирается.
То есть отклеила все это и ватным диском с white спиритом все это протерла. Есть у меня вот такой вот поролоновый валик. Вот им я буду работать. Можно обычной губочкой поролоновой. Смачиваю. И мы с вами вот такими вот движениями прочпокиваем нашу бутылочку. Точно так же я делала и с баночками. Я пройдусь по баночкам еще раз. Видите, они у меня тут желтый цвет были прогрунтованы. Все это сделаю белым цветом. Хочу остановиться еще на одном моменте. Не ждите чуда, что вы вот прогрунтовали вот этой вот краской, да? И у вас высохло, и все сразу намертво держится. Нет, краска должна набрать свою силу. То есть в течение 2-3 недель после того, как мы оформим баночку, уже все сделаем, пользоваться можно ей, но очень аккуратно. Вот, скажем так, минимум через месяц вы можете уже в полной мере пользоваться этой банкой. Уже краска наберет силу, она уже сцепится хорошо с поверхностью и будет держаться очень крепко. Итак, все я загрунтовала. И бутылочку нашу, пробку в бутылке тоже загрунтовала, баночки. Все загрунтовано и высохло. Теперь мы с вами будем это вот на этом этапе. Сейчас мы будем лакировать. Лакировать я буду акриловым лаком лакра, бесцветный. По светлым поверхностям я работаю только с этим лаком, потому что этот акриловый лак не дает желтизны. Все остальные, очень много лаков перепробовала, на светлых поверхностях рано или поздно дают желтизну. Этот лак у меня проверен годами, он желтизну не дает. Поэтому сейчас буду обрабатывать все акриловым лаком. Затем дам просохнуть часа 2-3 и начнем делать декупаж. Вот сейчас на один слой пройдусь лаком акриловым. Потом высохнет и продолжим дальше с вами работать. Лак наш высох. Все. Я тут уже за кадром поработала немножко. Сделала декупаж. Одна баночка практически закончена. Она уже залакирована, покрыта лаком. Осталось только крышечку наверху оформить. Сейчас я вам поближе покажу, что получилось. Вторую тоже сделала декупаж, но еще вот не делала такие немножко потертости. Хочу сделать винтажные немножко брызги тут краски. Ну, в общем, сейчас покажу вам поближе эту баночку. И мы с вами будем делать декупаж уже на этой баночке и на бутылке. Показываю вам поближе. Вот так вот. Вот здесь, видите, сделала потертости. Такие на крышечке наверху. Все это. Такая винтажная баночка. Здесь немножечко я добавила брызги, такие краски коричневые тоже. Здесь наверху я приклею такую же вот бумагу, клеточку. Вот здесь сделаю. Итак, что нам понадобится? Берем картиночку нашу. Сразу выстраиваю банки. Почему? Потому что у меня вот здесь вот эти вот замочки на банках. Так, чтобы они стояли друг за другом. И я смотрела, чтобы рисунки все ровно располагались. Чтобы я видела. Вот сюда будем приклеивать. У меня, видите, ровно вырезано. Что я сделаю? Я сейчас вот так вот немножко прям попорву ненужное. Вот лишнее вот так вот. Не вырезать, а обрывать буду. Потом мы еще удалим лишнее. Я покажу вам как. Пока вот таким образом. Чтобы у нас рваные концы, не четко очерченная картинка была. Вот такие рваные концы. Мы их потом подшкурим и не видно будет перехода. Здесь у меня обычная вода. Замачиваю картинку в воде. Вот так вот. Понадобится нам клей ПВА, кисточка. Все, картинка буквально минутка полежала, 1 минуту. Выкладываю. И сухой салфеточкой излишки воды я вот немножечко собираю. Затем можно разбавить ПВА водой, но картинка слишком маленькая, я не буду сейчас этого делать. Я обмакну в ПВА чуть-чуть в воду и вот таким образом вот смажу всю картинку клеем ПВА. Затем беру баночку, выкладываем прям с файликом, так вот, немножко вот придавливаем. Перенесли, выравниваем. Обратите внимание, у нас картинка ровная, поверхность у нас выпуклая. Соответственно, будут складки. Сейчас мы с вами будем убирать эти складки, чтобы у нас картинка легла
очень аккуратно и равномерно. Каким образом? Сейчас покажу. Сначала мы сверху немножечко вот клеем ПВА разбавленным водой, пройдемся по картинке, выгоним воздух от середины картинки в одну сторону, в другую, в одну, в другую, выгоняем воздух, пока только с середины, вот не приглаживаем еще наши вот эти вот края, просто с середины выгоняем весь воздух. Дальше что мы делаем? Картинка мокрая, и ее легко вот убирать излишки. Вот видите, здесь у нас загибается юбочка. Я просто ногтем беру вот так аккуратно и лишнее вот так вот убираю. Очень удобно, потому что непосредственно на поверхности вы уже видите, где лишняя бумага, чтобы не было вот этого загиба, там вы и убираете. У кого какие картинки, у кого какая поверхность, тут уже, ребят, смотрим по ситуации. Сравниваю с баночками, как здесь расположены картинки. Вот теперь смочила водой. Еще кисточка в клее ПВА чуть-чуть. И мы выравниваем все кисточкой уже. Сглаживаем. Теперь у нас картиночка легла ровно, без заломов, без складочек. Вот что у нас с вами получилось. Пальчиком проверяем, чтобы нигде не оставался воздух под картинкой. Все сглаживаем. Останется воздух под картинкой, потом вздыбится вся картинка. Немножечко дадим подсохнуть, а затем будем делать полосочку из бумаги нашей. Вот с таким фоном. Здесь мы ее пустим по низу. Но сначала дадим просохнуть вот этой картинке. Вот что у нас получилось. Картинка высохла. Сейчас мы с вами будем бордюрчик приклеивать. Я от листа уже отрезала нужный мне размер. Вот такие вот полосочки. Одной мне не хватит, поэтому я две отрезала. Вот сюда на низ будем приклеивать. Вот таким образом. Что не хватит, тут немножко я доклею. И вот такие вот две тоненькие в одну клеточку. Вот. А это мы с вами наверх вот сюда будем приклеивать. Вот так вот. Замачиваем нашу бумагу. Буквально 1 минуточка. Выкладываем. Излишки воды убираем. Клей. Вот теперь смотрите, здесь тоже банка у нас как бы вот так вот скругляется здесь. Видите? Вот эту вот часть нижнюю мы будем очень аккуратно приклеивать. Складочки эти все расправлять. Они будут, ребят, эти складочки, от них никуда не денешься. Но мы постараемся максимально аккуратно сгладить, чтобы их не особо было видно. Понемножечку. Кисточкой я выравниваю, чтобы они равномерно маленькими складочками закладывались. И не особо сильно видно их было. Вот так вот сейчас потихоньку буду кисточкой все это укладывать. Где-то, если большая складочка, чуть расправляем. Когда высохнет, подтянется, их особо не видно будет. Тем более, что это все внизу, все складочки у нас получаются, будут внизу. То есть глаза они бросаться не будут. Все, низ приклеили. Теперь вверх. Также берем тоненькую воду ее, тоненькую полосочку. И начинаем приклеивать. Все, я закончила приклеивать и верх, и низ. Отправляем на сушку баночку, пускай сохнет. А я вам сейчас на примере уже высохшей баночки
Здесь все высохло уже. Покажу, как я буду вот эти вот края все обрабатывать. Я беру абразивную губку мелкой фракции и потихонечку вот здесь вот с краешка вот так вот подшоркиваю, как бы сглаживаю переход наш от краев картинки к поверхности банки. Вот так вот. Все это очень аккуратненько смотрим, потихонечку вот так вот сшоркиваем. Края стираются, и этот переход минимально заметен, ну, если присмотреться. Вот таким образом мы с вами убираем все эти переходы. Так, переходы я все сгладила. Все теперь гладенько. Теперь нам нужно будет немножечко ее как бы состарить, нашу баночку. У меня есть вот акриловая краска, коричневая. Берем кисточку. Кисточку буду брать такую вот с жесткой щетинкой. И вот такой вот планшет. Кисточку обмакнула и делаю ее как бы полусухую, так, чтобы на ней минимально краски осталось. И затем такими легкими движениями вот чуть-чуть вот так вот прохожусь. Если где-то ярко получается, ребят, не переживайте, потом всегда можно припылить белой красочкой, чтобы вот так вот ярко наши вот эти вот состаривания не выглядывали. Так вот получилось у нас. Высохнет, потом там, где ярко выражена коричневая краска, я чуток припылю белой краской. Все покажу. Ну все, высохли баночки. Тут немножечко я еще сделала дополнение на крышках. Вот так вот украсила вот таким фоном. Задекупажировала бутылку. Крышку для бутылки тоже украсила вот так вот. Так, теперь, значит, хочу на чем остановиться. Смотрите, вот здесь вот мы делали как бы состаривание, да, и для меня это очень ярко. И я вам говорила, если ярко, можно припылить. Каким образом, сейчас покажу. Вот беру валик наш краской с белой и чуть-чуть вот так вот я как бы прохожусь, тем самым убираю яркость, приглушаю ее. Вот слегка припыляю. И уже не такой яркий цвет, приглушенный более. Сейчас подсохнет, затем все это дело залакирую. Покрывать буду вот таким акриловым лаком. Все покрою, дам высохнуть и посмотрим уже по итогу, что у нас с вами получилось. Ну все, мои хорошие, работа закончена. Вот что у нас получилось. Я не зря сделала баночки именно в таком цвете. Сделала их для новогоднего подарка соседям, но, к сожалению, до Нового года у меня не получилось их поздравить. У меня принтер был в ремонте. Как только мы его забрали, я быстренько сделала это. Сделала и показала вам. Сегодня пойду поздравлять. Как говорят, хочешь купить дом, посмотри сначала на соседей. Мне с соседями очень повезло. И я для них, помимо этих баночек, сделала еще вот такой вот новогодний сувенирчик. Он такой со смыслом. Вы знаете, мы как-то несколько лет назад праздновали какое-то событие совместно и праздновали у них в гостях. Шли, соответственно, с полными руками, руки были заняты и стучались мы ногами. И муж крикнул такую фразу из мультика: «Сова, открывай, медведь пришел». Так у нас и повелось. Они у нас совы, мы медведи. Ну так вот, своим любимым совам я сделала вот такой вот новогодний подарок. Можно сказать, ну, оберег, наверное, для дома. Потому что вот тут как бы символизирует гнездо такое, в котором два человека, две совушечки вместе, и все у них хорошо. В общем-то, если у меня получится сегодня заснять, как мы будем поздравлять, я обязательно с вами поделюсь. Я думаю, будет интересно. Ну а если вам понравился мастер-класс, если он вам был полезен, не забывайте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Ребят, у меня еще в ВК я создала группу, именно вот творческую. Ну, особо я ее не веду, потому что я еще профан в этих социальных сетях, только-только вот начинаю все это узнавать.
Ну так вот, многие зрители, подписчики пишут мне, что вот хотелось бы показать свои работы, а посмотрите, а подскажите. Ссылочка на эту группу будет в описании под видео. Ребят, подписывайтесь на группу, там мы можем выкладывать каждый свои работы, спрашивать какие-то советы, делиться своими вот какими-то поделками. В общем, думаю, будет интересно, думаю, будет познавательно. Как говорится, одна голова хорошо, а несколько голов еще лучше. Поэтому подписывайтесь, ребят, давайте делиться, узнавать что-то новое для себя. Буду с вами прощаться. Сейчас я вам сделаю обзор поближе. Мы рассмотрим наши баночки. Покажу вам поближе мой подарочек соседям. В общем, до новых встреч на новом мастер-классе. Пока! Главное содержимое. Сейчас дойдем до дома, посмотрим, как реагируют. Идем смотреть. Мы зашли, стучали опять ногами. Совы! Ну давайте, совы. Ничего себе. С Новым годом вас! К вашей новой кухне я вам сделала Ну-ка. вот такой. Ничего себе, это для специй, вот это как для ты говорила. специй, для уксуса, Наташа. Вау. Для уксуса, Вот это для да. сахара. Смотри, как круто. И цвет такой же. И, ребятушки, вот это самый главный подарочек. Прям всю душу вложила в него. Это ваш оберег. Вау. С ума сойти. Да ты что, вот это... Вот, спасибо огромное, вот это красота. Классно. Супер. Ничего себе.